Очень простая модель, с которой справится даже начинающий. Рекомендую. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. У меня сегодня для вас обновка. Мой свитер. Свитер, который я за сегодня покроила и пошила. И вот уже вам демонстрирую. А ткань я приобрела в магазине Зана. И все, что на мне, было пошито из ткани, которую я приобрела в этом чудесном интернет-магазине Зана. Расскажу вам свой секрет. Вечером перед сном захожу в интернет-магазин, выбираю корзиночку новые поступления, знакомлюсь с тканями, с фурнитурой, там много чего интересного. Потом засыпаю, вижу фасоны во сне, ну и на следующий день, вуаля, обновки. Поэтому, можно сказать, присела на этот магазин, накупила себе вот тепленький трикотажик и тут же соорудила свитерок. И еще у меня вот идея второго изделия, второго свитерочка интересного, абсолютно другой фасон креативный, поэтому сразу приходит много идей. Много накупила летнего трикотажа, двуниточки разноцветной, поэтому столько всего, столько вдохновения, и спешу с вами этим всем делиться. Так что рекомендую интернет-магазин Зана. У меня под видео все ссылочки на этот магазин есть. Очень мне понравилась эта ткань с эффектом ручной вязки. Понравился цвет. Кстати, там такая же ткань в другом цвете. И эко-кожа на меху появилась в потрясающих расцветках. И горчица, и бордо. Я уже вдохновилась на юбочку. Короче, бесконечный замкнутый круг. Процесс творчества бесконечный. Люблю магазин Зана, потому что там большой выбор и очень доступные цены, что важно в наше такое сложное время. Поэтому заходите, смотрите, и наверняка вы вдохновитесь и что-то там приобретете. Кстати, аппликация, которую я использовала для нового свитера, это остатки с моей курточки. Безотходное производство. Курточка шерстяной ладен из интернет-магазина Зана. Вы можете посмотреть по ссылочке мое видео. Свитер вы видите такой простой, все из ровных прямоугольников. Мы с вами на столе подробно все рассмотрим. И также я покажу вам крой, все от идеи, весь процесс. Захотелось свитер сделать оригинальным, такую ввела композицию пятен ярких, сочных. Появились у меня вот здесь такие погончики, такие флажки. Сзади ладанка, этикеточка, такая деталь, мой логотип Ладана. Я его вот таким интересным пятнышком выделила на спине. Ну и обработка стоечки, обработка вот по низу поясочка. Также использовала аппликацию для того, чтобы задекорировать шов единственный и из шва сделать украшение. Вот такое интересная деталь на стойке. Она, эта деталь, вносит жесткость. Так у меня как бы эта стоечка начала держать форму. То есть я могу частично где-то что-то отвернуть. Но вот такая качественная обработка шва. В стык ткань выложилась у меня на этом моем прямоугольничке. И я по краю настрочила, зафиксировала, все плоско и красиво, как так и нужно. Такой же точно прием вот по поясочку сделан. Карманчик у меня это не просто накладной такой прямоугольник, но и карманчик.
подгрудный. Есть нагрудный, а есть вот такой чудесный карманчик. Всегда может пригодиться карманное изделие. 10 сантиметров манжеты, стойка, пояс. Была отрезана полоса по длине ткани ровная, которую я прямоугольничками нарезала на эти все детали. Но мы с вами подробно на столе сейчас все разберем. Начну с раскладки на ткани, и вы поймете, насколько все просто. Я показала ширину полосы 60 сантиметров и длина 1,95 м. Идет рисунок, вот долевая, это ткань, четко видно трикотаж, имитация ручной вязки. Резинка лицевая, изнаночная, рисунок прочитывается. Мне как раз и понравилась эта ткань тем, что она имитирует ручное вязание. И можно, кстати, вывязать эту модель, кто любит и быстро вяжет, так как все вывязывается четко, прямоугольники, то есть здесь нет какого-то особого специального кроя, построений. Здесь все максимально просто. Свитер на час, как я люблю. То есть вот я показала полоса 60 сантиметров и длиной 1,95 м. Может, если вам захочется его сделать свитер подлиннее, то можно добавить длину. Бывает уже вывязанная ткань, продается шириной 60. Но в моем конкретном случае ткань была 1,20 м. И я отрезала одну полосу, из которой сделала свитер, а вторая полоса у меня пойдет на второе изделие. Вот. Но если вы, допустим, приобретаете эту ткань и ее ширина 1,20 м, то вам достаточно всего метра, потому что здесь у нас раскладывается полочка, спинка и пояс, а с этой стороны раскладывается два рукава и, соответственно, стойка и манжет. То есть, ну, вот крой был произведен, вы его увидите, насколько все быстро у меня получилось. Так, ну и здесь уже показаны размеры. В большем масштабе мы видим полочку со сгибом. Сгиб у нас проходит по плечу. Я вырезала горловину, показала размеры. И спинка. Отрегулировала баланс на себя. Со спинки сняла 2 сантиметра. Это если относительно плеча, вот я разделила ткань поровну, то мне необходимо было снять со спинки 2 сантиметра и плавно вывести на грудь, так как у меня размер груди, мне необходимо давать по переду дополнительно длину, чтобы не подскакивал перед, и соответственно сзади, чтобы не было лишнего напуска. Вот я под себя отрегулировала, но может быть кому-то и нет необходимости производить на трикотаже подобные корректировки. Вы уже смотрите под свою фигуру. И далее рукав четко по плечу разделила на две части и хотела, чтобы он был объемный внизу собранный на манжет. Направление рисунка у меня по долевой, здесь направление также по долевой, а манжет, стойка и пояс я разложила так, чтобы у меня вот внизу была кромка, то есть у меня заделан низ, вот мне не надо его подворачивать, вот у меня здесь готовый вывязанный край, вывязанная кромочка. Это все использовала, и у меня все максимально аккуратно и качественно получилось. И вот вы видите, какая аккуратная сборка, такая пышная внизу рукава. Вот захотелось побольше
объемчика с напуском, чтобы рукавчики так красиво смотрелись. Стоечка, так чтобы голова проходила, длина 50 сантиметров. Ну, учитывая тоже, что ткань пружинит, и по долевой также растягивается, но по поперечной растягивается больше. Поэтому мне достаточно 50 сантиметров для того, чтобы прошла голова через мою горловину и стойку. Это получился такой аккуратный хомутик. Я подобные стойки часто использую для себя и для своих клиентов. Стойка, которая не душит, не давит, но при этом так мягко, свободно лежит. Но опять же, это на любителя. Кто-то любит более плотно прилегающие стойки к шейке, кто-то любит наоборот свободные хомуты, кто-то любит и так, и по-другому, по-разному. Поэтому тут уже вы сами для себя выбираете, решаете и делаете, соответственно. Я дополнительно сделала аппликацию. Аппликация у меня первоначально мыслилась в разных местах. Хотела сделать квадрат по центру, потом переместила асимметрично квадрат и получился карман. Хотела даже делать медальон такой, украшение. Был творческий поиск. Ну вот, получилось очень интересно. Такая оригинальная композиция пятен, яркая сочная абстракция, которая украсила мой свитер. Но подобную аппликацию можно сделать из репсовой ленты, можно сделать из остатков ткани, наслоение вот этого вот квадрата, такую перспективу. Можно сделать погончики, можно сделать какие-то пересечения интересные. Тут уже сам себе модельер каждый. Я делала композицию пятен. В итоге мне мой супруг сказал, что флаги на себя повесила, в частности Германии. Ну, а вы можете повесить флаг своей страны, поэтому тут уже кому что нравится. Так, схему мы рассмотрели. Максимально, опять же, повторюсь, все просто. Свитер получился отличный, я всем довольна. И вам рекомендую от души. Раскрой двух изделий, двух кофточек с ткани длиной 1,90 м. Вот специально положила в длину сантиметр, вот 1,5 метра и плюс еще 41 сантиметр, то есть 1,5 плюс 41, ну вот 1,90 м. Ширина ткани 60 в половинном размере, ширина ткани 1,20 м. И вот сегодня я хочу сделать две кофточки. Буду этот отрез делить на две части по длине. То есть мне на одну кофточку понадобится ширина 60 сантиметров и на другую, а длина 1,90 м. Все будет состоять из прямоугольников. Здесь два рукава один за другим. Срежу сразу по длине на манжеты, на рукава, на низ изделия и на стойку. Хочу, чтобы в этом изделии у меня был задействован край, так называемая кромка. Она меня вполне устраивает. И я хочу, чтобы вот как раз это был низ моего изделия. На рукавах низ, на пояс приточной по низу, на стойку. Вот как раз эту полосу буду использовать. Далее у меня здесь выложится один рукав, потом второй рукав. И следом выложится полочка и спинка. Так, ну приступим. Разрезала мое полотно на две части. Вот по долевой, по рисунку, по косичке я разрезала. Очень удобно и просто было разделить на две полосы. У меня на одну кофточку пойдет одна половинка, длина 1,95 м, на ширину 60. Вот я ее откладываю. А на другую кофточку я вот ее дальше продолжу кроить. Мне необходимо сейчас отрезать 10 сантиметров вдоль моей кромочки. Это будет манжет
на низ изделия, и манжеты на рукава, и мою стоечку. Отделила манжет 10 сантиметров. И осталась полоса 50 сантиметров шириной. Я ее сложила в 2 раза по длине и сейчас разрежу. То есть вот у меня со сгибом перед спинка получается. Вырежу горловинку, а низ 2 рукавчика. 2 рукавчика, которые я планирую по прямой пришить к моим бокам. Плечо я не буду разрезать, оно такое вот воздушное, растягивающееся. Вот именно мне так и хочется, чтобы здесь в свободном полете плечо. И учитывая, что это ткань как натурально вывязанная ручная вязка, мне хочется минимизировать количество швов, поэтому плечи я разрезать не планирую. Вырежу дырку для горловины и пришью мою стойку из вот этой моей полосы. Вот что у меня получилось. По долевой 2 рукавчика, перед спинка, сгиб по плечам. Вырежу горловинку и осталось вырезать манжет. Замеряю необходимую длину на пояс и манжеты на рукава. Крой произведен. Все очень просто и быстро. Система прямоугольничков. И все у меня получилось. На крое у меня разные направления долевых. Вот манжет в другом направлении пришит. Рукавчик пришивается к полочке в другом направлении. Ну и, соответственно, направление рисунка внизу. Вот мне хочется здесь сделать пышный объемный низ рукавчика, который соберется на манжет. Поигралась разным направлением долевой. Ну, мы с вами понимаем, что подобный крой можно производить на эластичном трикотаже. Я люблю работать с трикотажем. Здесь можно многое обобщать. Вот здесь у меня нет ни выточек, ни плечевых швов. То есть все эти погрешности нам снивелирует трикотаж. Мы ее на себя надеваем, и везде, где нужно, растягивается, где нужно, собирается. Ну вот, буду смотреть сама, что у меня сейчас получится на примерке. Ну, может быть, где-то придется что-то внести, небольшие поправочки, корректировки, о которых я вам обязательно сообщу. Вырезала горловину. Это у меня линия плеча мелом нанесена. Был перегиб моего прямоугольника на 2 половины. Но учитывая, что как бы у меня присутствует бюст, поэтому я делаю небольшой баланс. По переду я снимаю 2 сантиметра, вот так плавно выхожу на центр, а по спинке эти 2 сантиметра снимаю по всей ширине спинки. Учитывая, что это крупная вязка, все это объемное, поэтому в принципе можно и вообще не делать вот эти вот моменты с балансом. Это допустимо. И захотелось будущий свитер украсить какой-то интересной такой аппликацией, поэтому я сейчас подбираю композицию из вот таких ярких пятен. Вдохновилась кусочками, которые остались после моей курточки из шерстяного ладена. Вы можете посмотреть по ссылочке. И вот эти кусочки достаточно интересно вписываются в мой будущий свитерок. Горловина у меня вырезана на стойку длиной 50 сантиметров. Вот она такая, чтобы проходила голова. Здесь ткань по долевой, она также тянется, но меньше, чем по
поперечной. Поэтому вот с учетом того, чтобы прошла голова, я вырезала стойку. Она не будет зажимать. Я не люблю, чтобы было плотно по шее. Вот в свободном полете будет такая стоечка. Ну, сейчас посрезаю все и соберу, буду вырабатывать. Друзья, мы с вами все подробно рассмотрели. Схему, презентацию моего изделия. Но вас еще ждет из этой ткани еще одно интересное изделие. Сейчас вот у меня в руках такой палантин 1,95 м длиной и 60 сантиметров шириной. Я разрезала отрез на две половинки. С одной половинки пошила свитерочек, а второй пойдет на оригинальную новую модель, которую я уже придумала, и здесь проложила наметочки будущих линий реза, но модель будет также проста в изготовлении. Такой чудесный и шарф, и палантин, и глаза горят, руки чешутся в предвкушении новой интересной модели. Так что не пропустите мои следующие видео. Ну и в конце покажу вам детали крупным планом. Конец зимы, начало весны, свитерочек очень актуален, поэтому спешим себя порадовать. Ну и, конечно же, пишите комментарии, ваше мнение по поводу моей обновки. И до скорых встреч на моем творческом канале. Всем пока!